Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Игорь Мосейчук. Дождались в прямом эфире прямо сейчас. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр. Приветствую наших уважаемых зрителей. Да, отдельное спасибо всем, уважаемые друзья, за то, что мы вместе, за то, что вы, как ни крути, да, и непосредственно прямо сейчас мы вместе, и вы, собственно, здесь вместе с нами. Очень рад тому, что в нашем прямом эфире есть место вашим вопросам, поэтому, пожалуйста, пишите, пожалуйста, как бы сообщайте, да, что, да, ваше мнение вокруг всего происходящего. Лично у меня вот как бы такое предложение, да, оно самое что ни на есть интересное. Значит, вы оставляете свои вопросы, Игорь Мосейчук их, так сказать, берет и принимает не на свой счет, а на свой YouTube-канал. Вы подписывайтесь, ну и мы все вместе имеем и отличный эфир, и отвечу на вопросы. Вопросы, на которые, по большому счету, должен прозвучать тот или иной ответ. Поэтому, друзья, голосуйте в нашем сегодняшнем опросе. Он звучит так. Вы бы пошли к парламенту бить депутатов Верховной Рады? Варианты ответов. Да, осточертели эти морды. А смысл? Вроде они что-то решают. Следующий вариант. За деньги, да. Или еще такой вариант. Я бы лучше в ТЦК наведался. Ну, если уж бить морды, так есть похлеще кандидатуры. Значит, этот опрос я как бы предлагаю на фоне вот этого странного сегодняшнего движа, который отвлекает внимание людей, следящих за политикой, вокруг Верховной Рады. Значит, усиленная охрана. Выходит Петров и Золкин. Золкин, который говорит, я в мою пойду мобилизовываться. Петров, который как бы петлял от ТЦК, тут говорит, слушайте, надо срочно защитить Зеленского от депутатов. И начинают качать. Мол, ничего не делают, и всех депутатов-мужиков будут бить. Ну или склонять их, так сказать, на фронт идти, чтобы Зеленского защитить. Как бы вы ответили на вопрос, и что это вообще за смехопанорама? Ну, во-первых, я раздал бы звездюлину всем, парламенту, то есть депутатам, чиновникам офиса президента и кабинета министров, не выделяя никого из них. Это два крыла одной партии войны. Эти люди борются не за мир, не за спасение жизни, не за остановку войны, не за развитие. Они борются за контроль над денежными потоками. Существует крыло офиса президента, где там Ермак, ведьмак, он то ли в кровати, то ли под кроватью, то ли уже в Высшую Раду правосудия избирается от ассоциации адвокатов, где-то он есть. Его ставленница Юлия Свириденко, его другие там ставленники. Это одно крыло партии войны. Второе крыло партии войны – это Давидушка Арахамия, это Данилушка Гетманцев, кофе подносит Ярослав Железняк, вот, ну и же с ними Стовар, Левочкин, там, ну все, как Корниенко сказал, консенсус у нас. Консенсус, пока военное положение, никаких выборов не будет. То есть, 5-й год войны, а они делят потоки. И кровавые бабки этой войны. Вот это и есть ответ на ваш вопрос. Нету там ни правых, ни левых, ни хороших, ни плохих. Все они одним зеленым дерьмом мазаны. Так подождите, а что это за интриги тогда? От чего защищать Они надо борются Зеленского? между собой, друг об Понятно, друга. а люди зачем призывают людей под стены парламента завтра?
Как зачем? Чтобы, понимаете, парламент блокирует решения, которые нужны Зеленскому. Эти всякие Петровы, Ивановы и другие Золкины, они выполняют функцию загонял информационных. И загоняют. Ну, кстати, надо отдать должное, Железняк по ним выдал прекрасное расследование. Практически все правильное, там, может, где-то не договорил что-то по Петрову, ну, спишем даже не за то, что, ну, не хотел договаривать, а что не все удержишь по этому персонажу, ну, в голове, в информационном пространстве. Тут надо обратить внимание еще одно. Я просто, ну, меня распирает. Вот, Александр, вот реально меня распирает. От злости, от желания дать кому-то звездулину по голове. Ну, вот смотрите, мы с вами сейчас в эфире. Во Львове прилеты, в Франковске прилеты, пожары, в Тернополе в админздание, в Виннице куда-то прилетело. То есть через 5 областей летело, никто ничего не сбивал. Так вот у меня вопрос. У меня не то, что прилетело, а когда прилетает, что Покров, что во Львов, ну, разницы нет. Ну, 5 областей пролетело. Это чмо зеленое нам рассказывало с экранов отовсюду, что он отправляет специалистов в Персидский залив на Ближний Восток. И они там, как помогут Соединенным Штатам. Как защитят и сбивать будут. Сука, блядь. 5 областей пролетают дроны, как у себя дома, это самое, не. Он говорит, не, мы там это. Ну, нету ж никакого ППО, ну, нету никаких специалистов, нету никаких перехватчиков, якісь срані шахеды из говна и палок, грубо говоря, летят, и 5 областей пролетают и попадают. Я молчу там про Полтаву, Запорожье, на родину ко мне прилетели. Ну, это самое, 5 областей, где оно? Над Киевом Киев окружают, летают, выбирают ТЭЦ-4 или Т-5. А это чмо зеленое на полном серьезе выходит и вешает килограммы лапши. Рассказывает о специалистах, который поехал, умерил. Вот у меня вопрос. Вот Гончаренко там ТСК возглавляет, да, по там, в том числе по военным лицей. А не хотят они вызвать Умерова на ТСК и спросить, а как поездка там на Ближний Восток? Кому помогли? Что сбили? Это самое... Нет, смотрите, статистику уже под вечер как бы выкатили перед нашим эфиром сегодня о том, что, слушайте, да сбили так серьезно. Там 556 летело, 549 сбили, 541. В общем, 15 штук всего не смогли сбить. От залп, если приплюсовать ночные удары дронами, так это вообще так рекорд. Прям 1000 штук. Это прям нечто. 500 только вот за этот удар по западным областям. Правда, Садовой немножко говорит, что-то как бы не то. Мы тут, значит, каждый раз львиную часть трат бюджета города, ну, то за что отвечает Садовой на кассе Львова,
нет, чтобы там крематорий построить, как мы, помните, как бы он ходил, Ну, гулял, говорит, печи такие классные, австрийские, вообще супер, приходите, давайте, ну, в общем, сейчас достраиваем печи для вас, украинцы, в крематории. Нет, чтобы там куда-то выделить, да, нет, чтобы там воду наладить, которая рвется и рвется, там кто-то лезет, пытается сам уже ремонтировать, не может никого дождаться, а мы все выделяем на ПВО. И, короче, ни денег, ни ПВО, бьют, никто ничего не сбивает, в самый центр, возле там церкви Андрея. Причем так смотришь на обстановку, какой-то «Жигуль» стоит, какие-то портки висят, понимаете? То есть видно, я во Львове был один раз проездом, ну там долго не задерживался, куда-то ехал, давненько, но как бы город на меня прям такое впечатление произвел, даже вот это мимолетное, ну вот это было лет 15 назад, может туда. Сейчас я смотрю, ну это прям какое-то европейское убожество, и деньги тырят, и ПВО нет. Смотрите, уникальная история. Вы абсолютно правы, Александр. Выделяют деньги из госбюджета. Украли одни гниды. Выделяют деньги из городского бюджета. Украли другие гниды. Выделяют деньги партнеры, так называемые. Украли третьи гниды. Результат. У нас потужное ПВО. Но если ночью хотя бы действительно отработали там определенный момент что-то, то днем же табуны пролетели через всю страну. О чем это говорит? Либо ночью отстреляли ракеты, а днем пропустили, ну, ПВОшные. Либо никаких ракет запаса нету. И это понимают сейчас и россияне. И лети куда хоти, броди куда хоти, нам будут вешать 100 килограммов лапши о сбиваемости, о победе. У нас же все равно потушнее. Ну, прилетело 20. Ну, в центр Львова, ну, возле храма Андрея. Ну, это самое, ну, в админздание в Тернополе, ну, в СБУ во Франковске, ну, там в Виннице еще куда-то. Ребята, ну, вы понимаете, о чем вы? У вас летают туда-сюда шахеды, а вы рассказываете на Ближний Восток учить поехать. Ну, это, конечно, позорище. Прежде всего, в глазах Трампа, и теперь понятно, почему он говорит, что нам помощь от Трампа вообще не нужна. Ну, Не от от Зеленского, Трампа, а да. от Зеленского. От Зеленского. Говорит, это последний человек, от которого нам нужна помощь. Значит, давайте так, вот чтобы подытожить более информативно, да, вот итоги этого сегодняшнего массированного удара. Было много взрывов, они почти везде, во всех областях Украины звучали. Сильнее всего пострадали западные области. Во Франковске 2 погибших, 4 раненых после прилета по центру. Повреждено здание городского и областного, ну, пишут, роддомов, там больничный городок. Значит, около 10 жилых домов пострадало во Франковске. Львов, уже на эту минуту 19 раненых. Прилеты по нескольким жилым домам в центре города. На Сихове 9-этажный дом подвергся атаке дважды, причем с разных сторон, как вроде кто живет там. Также Садовой заявил о том, что какие-то объекты инфраструктуры, какие, непонятно, но тоже повреждены. В Виннице 1 погиб человек, 11 ранено. Центр города поврежден, пишут, жилой дом, но в Виннице мы видели, как полыхнуло и что-то взорвалось, и какой гриб был после этого. Житомир. Прилет по центру, 2-этажный жилой дом, выбиты окна, пострадавшая девочка. Запорожье, из-за ночной атаки разрушены поврежденные многоквартирные частные дома и нежилые здания. Днепр, 9 многоквартирных домов, Полтава, 2 погибших, больше 11 раненых, ребенок 5 лет в тяжелом состоянии. Чернигов, повреждено 8 частных домов, выбито не менее 30 окон. В чем проблема? Россия, вероятно, пытается какую-то новую тактику атак применить, и сначала ночью истощает, а потом средь бела дня как бы добивает и долетает. Поэтому
Ну, не серчайте, люди Поэтому добрые. мы ночью видели более-менее, ну, какую-то работу ПВО, а днем ее вообще не было. Да, Вот. Тут еще один вопрос, Александр. На Сумском направлении сосредоточена большая группировка российских войск. И вполне вероятно, они перейдут в наступление. Будет это отвлекательный маневр от попытки зайти также на Черниговщине. Будет ли это попытка действительно прорваться на Котельву, как показывают наши гуровцы, и нагадясь ко мне на родину, там, где газодобыча? Будет ли это попытка отвлечь от Запорожья, которая, как по мне, является ключом, потому что несут бред окаянный о все лето будут воевать за славянский Краматорск. Ну, откуда они это взяли, понимаете? Если это можно обрезать, а не биться головой о стену. Может, это им так хочется? Ну, вы понимаете, да? Вообще, насчет хочется. Я вчера, конечно, прозрел. Билд заявил, подготовка наступления на прибалтийские страны, на Литву. Ну, я пошел на билд, вот так прочитал, вот так прочитал, вот так прочитал. Потом имел встречу с австрийским коллегой, журналистом. Говорю, ну, может, я недоразвитый, язык плохо, там, ну, еще что-то знаю. Он вот так вот просмотрел. Ну, нету этой новости. Придумали ее наши Петрова-Золкины. Золкина-Петрова. Это как шашлыки, понимаете, майские. Вот так же наступление на Литву. Вы расслабьтесь, там с Литвой воевать будут русские. С Литвой. Вот. А на самом деле, ну, все знают. Игорь Владимирович, на что тогда расчет у Зеленского? Ну вот смотрите, вранье и ложь, она уже, по-моему, очевидна. И, ну, тут уже можно, как бы, к гадалке не ходи. Понятно, что это позорище и лютое позорище с этим ПВО, с этим Ираном, попыткой пристроиться куда-нибудь. Но переговоры-то идут. Я вам больше скажу. Есть информация, но это, опять, я очень осторожно, потому что мне уже там пишут, там, ну что, Шелест, ну что, типа, до Нового года закончили. Ну, знаете, вот это вот. Ну, шанс был. Все видели, какие были заявления тогда перед самым Новым годом. Более того, некоторые говорили, что Зеленский вообще станет и скажет, я устал, я ухожу. Даже такие были эксперты, и такая была деза. Ну, как бы деза, не деза, вероятность. Но потом пришел Буданов, там решили перезагрузиться и двигаться. Короче, есть такая информация, что будут прям очень стремительно душить американцы зеленых гнид. И прям вот в 4 руки разыграют очень интересную комбинацию. Условно, конец марта, начало апреля. Выйдут россияне и скажут, все, ну там, мы победили. Понятно, что это как бы воспримется, все скажут ха-ха-ха, мол, туда-сюда, но они приведут какую-то базу под это. Но смысл этого хода, согласованного с американцами, заключается в том, чтобы, ну, во-первых, вообще ничего не дать. Во-вторых, сказать, ну что, Зеленский, давай. И любой обстрел, любое что-либо будет воспринято как начало новой серии. А к новой серии, вы уже упомянули о Сумском наступлении и гарнизонах, все готовы. То есть взять его и просто уничтожить и внутриполитически, и геополитически, и как верховного главнокомандующего. Потому что военные на передовой говорят, ну, я слышу такие голоса, и воевавшие эксперты-украинцы, не какие-то там коллаборанты украинцы, говорят, да мать его так, давайте как-то красиво, цивилизованно, Донбасс, давайте Донбасс, но это будут гарантии, будут все, как бы все будет нормально, и давайте приводить уже нас в нормальное состояние.
потому что все вот эти черти, которые выходят на экраны и начинают трындеть, говорить никогда, до последнего, в военной форме. И ТЦКшники почему так лютуют? Потому что есть разнарядка в вооруженных силах. Если кто-то с погонами выходит и говорит, надо идти на условия, его сразу отправляют в ямки, в окопы, туда, на ноль. Поэтому у нас в основном беспилотники, какие-то там дроноводы, тыловые какие-то крысы рассказывают нам, как все потушно. А те, кто реально считает, что нужно идти и договариваться, не могут и рот открыть. Ну, в отношении закрытого рта и невозможности говорить, тут я с вами полностью согласен. Единственный момент, конечно, Александр, я не думаю, что вот выйдут русские прямо так вот скажут. Нет, смотрите, я уточню этот момент. А то сейчас я вижу, что в комментариях в чате, мы же в прямом эфире пишут, как, что, Херсон, Запорожье. Смотрите, по итогу Херсон и Запорожье и плюс-минус какие-то территории будут получать другим путем. Тут именно вот эта вот история, она сейчас очень похожая такая ситуация. Помните, мы с вами перед Пасхой прошлой, пасхальное перемирие. И я говорил, ну, это ход, двое суток, и этот ход сделал Кремль, и, ну, простите, ход был удачным. И Зеленский и так, и сяк, и до последнего не мог подтвердить, и ничего не мог сделать. А тут ход глобальный, стратегический, вышли и сказали, мы достигли своих целей. И что будет делать Зеленский? Тут вопрос не про Путина, про Зеленского. Правильно, тут уже запущен другой ход, я его вижу. Да, поделитесь. Этот ход, ну, во-первых, этот ход был стержневым вопросом переговоров в Майами. Конечно, ни у кого из адекватных людей уже сомнений нету в том, что я утверждаю уже, ну, наверное, с год, да, что Путин и Трамп, Трамп и Путин играют 4 руки. И играют по многим направлениям, а не только по украинскому. В данном случае в Майами довели о необходимости проведения выборов. Потому что подписание соглашения невозможно с участием Зеленского. Его легитимность под вопросом, и не только Москвы, под вопросом вообще юристов. Я скажу так, Александр, четко понимаю, осознаю, ну, нелегитимен парень, ну, нету никаких оснований. Мы это раскладывали юридически, да. Они тех, других юристов подтягивают, чтобы они оправдывали. Но это же просто оправдание. Потому что есть факт, есть Конституция, есть решение Конституционного суда. Читается все это однозначно. Попытки ввести, дайте еще одно решение, придумайте, станцуйте. ГАПАК 740 в присядку, в Долоне. Ну, это не работает. Все есть, понимаете, Алекс? Есть. Так может вот эта вся хуцпа, с которой мы начинали, давайте защитим Зеленского от парламента, ровно поэтому? Вполне, вполне. И западные давят западные так называемые партнеры, а в первую очередь Трамп, на выборы. Песков выходит сегодня и в ответ пинг-понг, понимаете? Киевский режим должен легитимизироваться. А условия выборов, которые примет Россия, которые примет Америка, они довольно интересны. То есть это же не получится там, что 100 гнид с Банковой придет и проголосует. Вы же посмотрите, какие... Вот выходит Дубовик, да, 3 дня назад, и говорит,
Мы тут приняли, что в поствоенных выборах будет отсутствовать понятие прописки. То есть каждый зарегистрируется. Это то, что Украинская Всемирная Ассамблея, ну, мы, то есть, предлагали. Ну, если человек находится проездом во Львове, в Мюнхене, в Киеве, ну, в любом городе, он В Бресте, сообщает в Минске, в в Бресте, в Йошкар-Оле. Минске. Он приходит, вот паспорт гражданина, вот реестр, я в реестре. Получил бюллетень, проголосовал и ушел. Все. И логично, только так будет. Тут проходит 2 дня, вылазит другой член ЦВК, понимает, что, ну, на Банковой понимает, что это, ну, не совсем то, что им надо, ну, для этого. И говорит, вы должны пойти и обновить себя, где вы проживаете. Адрес слить, да. Не-не, вы, ребята, же определитесь. Вы что, ну, идиоты или как? Вот, например, ну, я понимаю, что при всех моментах, ну, я не пойду регистрироваться там, где я нахожусь, потому что, ну, я понимаю, что ездят тут всякие шасты, товарищи, потом расчлененки возникают, задержание бусов бронированных, ну и так далее. Ну, зачем это проверяться? Вот. Но дело в том, что к выборам толкают. С другой стороны, Зеленый говорит, Мотовиловец, а ну-ка подготовьте нам там в парламенте, как вы 3 года сейчас работать будете, пока война будет идти. Александр, а где он ресурсы на 3 года брать собрался? Я понимаю, откуда эти 3 года. Это 3 года остаток каденции Трампа. Что мы его пугандошим, и все. И нам всем будет хорошо. Потому что то, что происходит в Венгрии, это уже даже не с Орбаном война. Это война Зеленского с Трампом. Он прекрасно знает позицию Трампа по Венгрии. Он прекрасно знает позицию правоконсерваторов, ну, по Венгрии. Это ж, ну, не тайна ни для кого. Он выполняет глобалистическую леволиберальную повестку по тому поражение Орбана, если оно состоится, это будет поражение Трампа, кроме всего. А можно такой вопрос? А Да. почему 0 реакции? Все как воды в рот набрали. То есть министра иностранных дел Венгрии, страны НАТО, слушивают украинские спецслужбы, сообщает руководитель страны, Венгрия, Орбан. А все так, знаете, как-то так вот, ой, как-то мимо ушей пропустили. Но это же скандал. Ну, это, во-первых, это серьезный скандал, вы правы, Александр. Во-вторых, я думаю, последствия по этому вопросу, и не только по этому связанным с венгерскими выборами вопросам, будет, и их будет много. Смотрите, мы можем только догадываться, строить версии, пока нету официальных, ну, заявлений по этому баблишку, которое везли в сторону Сербии, потом изъяли, и особых претензий. Вы же не слышите, пропали претензии, где-то что-то случилось. Мы, конечно, понимаем, что трубопровод, нефтепровод «Дружба», его покажут и запустят 13 апреля.
Потому что его держат, чтобы повлиять на результат выборов. Зеленский всячески вмешивается во внутренние дела Венгрии и пытается навязать леволиберальную повестку на выборы. Получится она, не получится. От этого будет во многом и его будущее, зависит. Потому что это как поражение, это будет поражение Орбана, Трампа и правоконсерваторов. Так и победа Орбана, это будет их же триумф. И отсюда начнется их ренессанс, по Европе и все. Я, кстати, сегодня, Александр, проехал в Венгрию практически вдоль всю, кроме Будапешта. Не заезжал в столицу. Я вам скажу, я заметил удивительную историю. У нас такое я не видел. Еще раз говорю, я не был в Будапеште, возможно, там это выглядит, чуть по-другому. А так я проехал фактически вдоль всю Венгрию и должен вам сказать, я не увидел билбордов Орбана. Я видел рекламу политическую мажоритарных кандидатов, от разных партий, в том числе от Фидesz. Я видел там рекламу других партийных, лидеров всех. Я не видел Орбана. Вы мне скажите, Александр, за то все время там, вне зависимости от идеологических, политических направлений, вы можете себе представить бигборды без морды лица лидеров там, нашей Украины, лидеров там, Юлии Владимировны, лидеров партии регионов, без Виктора Федоровича, без... и всех там, удары, шмудары, везде, морда лица. Нету Орбана, нету. И я вам скажу так, я проводил у себя на Телеграме опрос, и большинство людей говорят, что в конфликте Зеленский и Орбан право. А победит кто? Я думаю, что он и победит. Потому что правда, она побеждает всегда. Просто вы же видите, какая здесь очень хитрая история. Если гипотетически Тиса, Мадяр забирают власть в Венгрии, Зеленский будет политтехнологов продавать, не только ПВОшников. Он будет ходить куркулем, будет показывать: Урсула, кто там следующий? А следующий как бы в Польше, там в 27-м году выборы. А потом еще кого-то найдут. Смотрите, тут как раз же история. Вот вы же видели, когда Навроцкий ехал поддержать Орбана, как там этот Туск энд Компани, Сикорский, как они возмутились. И все агенты. Сиярту агенту Лаврову звонил. Этот самый АДФ в Германии агенты, все агенты. Опять вся Европа засажена кремлевскими агентами. Но я вам скажу, противостояние, тут же вопрос. Зеленский проигрывает Орбану не в выборах в Венгрии, кроме всего прочего. Он проигрывает внутри Украины. Потому что все больше и больше украинцев говорят, нам нужен свой Виктор Орбан. Да, украинец, да, который будет защищать интересы Украины. Да, который будет дружить со всеми соседями. В интересах Украины.
Очень интересно, что тут как бы не только, а Нетаньяху тоже за Орбана. Представляете, как вот Не, сложилось? ну да, Таньяху за Орбана, он, Сложилось так, получилось. А, ну, во Франции Гитлер Зеленского победил, поэтому... Значит, новость последнего часа. Пентагон планирует развернуть около 3000 десантников из 82-й дивизии на Ближнем Востоке. Письменный приказ, пишет Wall Street Journal, ожидается в самые ближайшие часы. Официальные лица сказали изданию, что решение еще не принято, понятное дело. Куда именно перебрасывать эти 3000 американских войск, пока непонятно. Источники не уточняют, но уже вовсю демонстрируют кадры, как они там в Израиле прибывают, они там еще, в общем, стягивают силы. А, У меня вот такой непраздный вопрос. Сейчас многие ощутили, что определенный перелом на Ближнем Востоке. После вчерашних слов Трампа, колебаний на нефти, маржу кто-то снял, видимо, тот, кто знал, что выйдет Трамп и это скажет, или примерно это. Все понимают, что это вполне себе может быть и семья Трампа, которая играет и на крипте, и на фондах, S&P и так Абсолютно, далее. абсолютно, абсолютно, Но у меня согласен. другой вопрос. Вот смотрите, сейчас определенный перелом произошел. Иран говорит, Израиль опять-таки сообщает, что Хаминеи младший принял предложение Ирана, если переговоры приведут к выполнению условий Ирана, то тогда все как бы переговоры, пожалуйста. Но с другой стороны, осадочек очень тяжелый у Ирана американских переговоров. Поэтому тут веры нет. И месть, конечно же, и все на свете. Если этот перелом окажется пшиком, если этого перелома не будет, как от Ближнего Востока сейчас события в Украине зависят? Как вы думаете? Очень серьезно. Очень серьезный момент. Если война войдет в сухопутную фазу, то до Украины точно не будет дела никому. Америка выйдет вообще с истории с Украиной. Ну, возьмут и выйдут, полностью выйдут. А эти самые, россияне продолжат методически Сумское, там, Черниговское направление, Запорожье. Вот, понимаете, нам могут сколько угодно рассказывать, что все лето будут брать Славянск с Краматорском и вообще вторгаться в Литву, но это же не детский садик, все ж люди прекрасно понимают происходящее. Ну, никто не будет идти на укрепрайоны Славянска-Краматорска. Да, подожмут под укрепрайоны, да, обойдут. Но зачем идти в лоб на укрепрайоны, как вот все типа аналитики, рассказывают, вот сейчас будут бои. Зачем туда идти, если 15 километров до Запорожья? Города, который есть ключом к Днепру, к самому промышленному центру страны на сегодняшний момент, открывает дорогу на юг. Ну какой Краматорск, какой Славянск? Суммы, газодобычу отрезать. Второго гадяческой охоты не будет. Как тогда охотники остановили в 22-м. Поэтому, я вам скажу, смотрите, единственный момент это действительно мир, принуждение к миру, принуждение к выборам. Но давайте не забывать все происходящее, то, что мы видели с мирными треками. Надо возвращаться и об этом говорить постоянно. Что вы имеете в виду? Ну, Гомель, помните, да, переговоры? Казнь Дениса Киреева. Факт? Факт. Налицо? Налицо. Ключевой переговорщик был ликвидирован.
казнен в центре Киева. Могли сработать Стамбульские соглашения? Могли. Я думаю, тут вместо казни выступила краснопапочка, с которой, ну, Джонсон бегал. Помните? Боялся в руки даже кому-то дать. Думаю, там были счета. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Так вообще, давайте вот посмотрим. Ну, я же рассказывал у вас в эфире, и вот недавно один из участников подтвердил о встрече с большим бизнесом 23 февраля 2022 года, когда стоял этот, даже не могу сказать, кто не хочу, чтобы не обидеть ни людей, ни животных, понимаете? И врал, тупо врал, зная, врал в глаза, что никакой войны не будет за 12 часов до начала вторжения. Хотя в обед к нему зашел Кирилл Буданов и доложил, это запротоколированный факт, что утром начнется вторжение. Ну, мне это рассказали 3-4 участника встречи. Сейчас вот публично Новинский подтвердил это, ну, в интервью своем. А зачем это интервью? Что-что? Зачем это интервью? Смотрите, Какое? я увидел, как фрагменты этого интервью попали в русские сенсации на, ну, таком. И там вот вообще флера набрасывают такого, что смотрите, сейчас надо говорить, иначе Сами просто... вас подрезали туда. Иначе просто, ну, если будешь молчать, то ликвидируют. Такая мысль, ну, такая этого сюжета была. То есть, вообще, конечно, вот это ведь такое проявление достаточно знаковое о том, как все начиналось. Да, смотрите, интервью очень интересное. Почему? Потому что, ну, одно дело, там рассказывает Мосичук собранных, ну, мозаик, да, складывает, мозаику фрагментов. А второе, когда говорит участник процесса, правильно? Что это самое. Это очень знаковое с точки зрения и понимание момента, и истории, и выводов, ну, с этой истории, собственно, потому что любая Да, кто не история... понял, это Новинский на немецком телеканале. А россияне там взяли перевод и Я дойду до россиян, потому что это очень интересный и важный момент. Я пересмотрел это интервью полностью от начала до конца. Почему? Потому что мне были интересны те моменты, о которых рассказывал я, ну, вот эти вот 4 с хвостиком года, да? Фактически он полностью подтвердил канву. Но на этой встрече присутствовало 100 человек, и мне там рассказывал он, ну, как минимум 5. Значит, очень важный момент по русским сенсациям. Когда мне скинули вот эту вот киношку, да, куда там и с вашего интервью подрезали, и с Така Карлсоном подрезали, и еще какое-то подрезали, и упаковали вот эту их русско-сенсационную историю, я думаю, слушайте, ну что ж это такое? НТВ. Этот самый, двушка на Москву зашла. Ну, в Киеве бенефициар этого сюжета сидит, или как? Или это самое, ну, мне, правда, говорят, да это расстроился там Медведчук или Деркач, и вот решили таким образом Новинскому типа подгадить. Не знаю, насколько правда, потому что и двушечка на Москву ходила,
Да и в Москве там любителей подобных вещей хватает, и дураломов, и любителей. Знаю другое. Знаю то, что больно, больно. Вот это интервью, я уверен, было воспринято, я знаю даже это, было воспринято очень болезненно для банков. Еще раз говорю, ну одно дело там Мосичук с Шелестом потрындели, а второе дело крупнейший бизнесмен и участник процесса. Более того, ну, я знаю людей, которые присутствовали при том, когда Зеленский просил Новинского выступить, подтянуть кого-то, проконсультировать кого-то, позвонить кому-то. Ну, то есть, это весомый момент. И я думаю, там есть еще на 2 интервью сенсаций. Например, журналисты не расспрашивали, сколько раз Вадим Владиславович общался с покойным Денисом Киреевым. Или какие у него были отношения с помощником генерала Залужного Чистяковым, который чисто случайно чеку вырвал с гранаты прямо дома при сыне. Вот. Или как звонил Зеленский и обвинял в финансировании госпереворота, во главе которого должен был стоять Залужный, потому что первые деньги на фонд Залужного как раз Новинский перечислил. И ему звонил, я это знаю, ему звонил Зеленский и говорил, а вы переворот задумали с Залужным? Вот. Это все, ну, это я по этому поводу, когда подобные вещи вот проявляются со стороны Зеленского, ну, болящий. Смотрите, Вот. меня вот интересует, почему вот эту тему мы затронули, да, потому что меня интересует вот эта именно перспектива. Вот конкретно вот этой весны. Все четко видят, военные там рисуют на картах, кто-то скапливает войска, идут удары, отражение ударов, Сырский заявляет о количестве атак усилившихся, дроновая война сейчас идет, не шуточная, Зеленский хвастается, что НПЗ в Ленинградской области подбил, там, Буданов, тут вот это все это движение идет, то есть все как бы замерли перед тем, как подсохнет и зеленка пойдет, понятно. Но это же можно не допустить, и мы знаем примерно силы, которые над этим работают, и они в том числе и в Америке находятся, понимаете? Поэтому, если вот вы говорите переворот, там, да, ну, вспоминая ситуацию там Новинского и Залужного, а есть сейчас подобные фигуры у Трампа в Украине, и ну вот, например, выходит, я не намекаю, я не знаю, то есть выходит, например, Разумков сегодня и говорит, ТЦКшникам уголовочка. Вот если они нарушили закон, их надо наказывать, потому что сейчас же очень важный момент происходит. Да, бьют, да, там убивают, издеваются. Так им как с гуся вода, и они в этом купаются. То есть, ну, нам все равно. Как бы нас не достать. Не, смотрите, вот если брать по ТЦКшникам, по ТЦКунам, Александр, то не совсем так, ну, как вы говорите. Почему не совсем так? Да, потому что, первое, люди начинают оказывать сопротивление. И это сопротивление все больше и больше и больше. Во-вторых, создается реестр, база 112, куда активисты, люди вносят
фамилии опознают, присылают, разбирают. Понятно, это все будет проверяться, но всем понятно, что впереди уголовные процессы. Такие, как были над полицаями после Второй мировой, как были над вышистами во Франции. Потому что эти люди работают против своего народа. И против страны, кстати. Ну, вот смотрите. 3 цели, которые выполняют ТЦКшники. Людей запугать, людей в коррупционные схемы загнать, людей демотивировать. Все. Вот, пожалуйста. А вы знаете, что пошли случаи грабежа под прикрытием ТЦК? А вы знаете, что на Закарпатье на одной из ТЦК сафари объявлено? И награда $10 000 за местонахождение, поимку за ухо, потому что его вычислили, что он принимал участие в пытках, ну, ТЦКшник. Отправили на фронт. Ну, у нас же никого из них не посадили. Потому что если одного посадят, то другие не будут служить, людей калечить, ну и так дальше. Поэтому их не сажают. На фронт отправят. А он, недолго думая, в СЗЧ ушел. И теперь вот люди добрые объявили 10 000 за поимку этого людолова. Поэтому с этими товарищами все ясно. Тут другое. Вы подняли очень важный вопрос. Нету сейчас в Украине политических фигур, политических сил, которые готовы встать и сказать: я за немедленное прекращение огня, я поддерживаю мирные инициативы Дональда Трампа, я ту-ду-ду-ду-ду-ду. Нету. Поэтому эти силы начинают объединяться в Европе. Поэтому возникла идея марша мира. Марша в поддержку мирных инициатив Трампа. И я думаю, и больше, я не просто думаю, я уверен в том, что ситуация будет абсолютно совершенно другой после того, как Европа увидит людей, которые реальные, которых не 2, не 5, не 100, которые не как потемкинские деревни или бабушки с потемкинских деревен аплодируют Зеленскому и Ермаку в ПАРЕ, а которые реальные люди. У меня сейчас десятки писем от людей, которые хотят с Украины приехать, женщины, на этот марш мира. Женщины, у которых мужья без вести пропали, которым никто ответа не дает. В рефрижераторах они в Беларуси или в плену. Им же никто ответа не дает, не выходит и не говорит. Женщины, чьи мужья умерли на фронте. У нас же еще одна есть категория. Человек заболел воспалением легких в окопе и умер. Или машина сбила. Придавило чем-то, да. И он не погиб, оказывается. Умер. Не надо денежку платить, не надо признавать жертвой. Вот так вот. И эти все люди, они все готовы. Понимаете, они готовы приехать на марш мира, который мы организуем обязательно в одной из столиц Европейского Союза, для того, чтобы европейские политики, которые поддерживают Зеленского, увидели, что народ не с ним, и что они поддерживают диктатора и узурпатора.
Тут самое главное сейчас снять внутренние моменты для того, чтобы вокруг этой идеи, вокруг идеи этого марша мира, движения за мир объединить всех, вне зависимости от идеологии, от политических уподобаек, от религиозного направления и так далее, от языкового, как раз продемонстрировать, что будущее Украины без этих разделений. Потому что я же вижу, как забрасываются с разных сторон разные вещи. Вот идет обстрел сейчас западных регионов, а информационно идет волна. Правильно по ним бьют. Мало. Мало. Вот тут страдают, а там мало, понимаете? Или Ким вылазит с этого проекта Абрамовичу Арахамичевского проекта Терехова-Кима. Вылазит и говорит, на Востоке люди мира хотят, а на Западе воевать до границ 91 года. Ну, во-первых, я уверяю, и я знаю по общению с людьми все, что от Львова до Одессы, от Черновцов до Харькова вся Украина хочет мира. Мира они хотят только зеленые гниды, такие как Ким, в которого бусификация. Вот смотрите, мы говорили о бусификации, Александр. А у меня вопрос. А скажите, пожалуйста, кто ответственен? Глава военных администраций. А кто еще ответственен? Министр обороны Миша Федоров. А у него советники есть. Да иди же ж колотить. Стерненки целые, Лачены и другие побронированные. Терненко сегодня опять хотели убить. Ну, конечно, донаты падают, СБУ убить хотела. Киллеров разоблачили, поймали и, в общем... Не-не, убили, ликвидировали киллера Александра. Ну, один сопротивлялся, да. Один сопротивлялся, а там вообще группа целая, там несколько человек, до десятка человек, представляете? На Стерненко и известных украинцев. Да. Всех убить хотели. Донаты поднять. У меня вопрос. Гордон там был, нет? Вот не сказали про Гордона, понимаете? Не сказали. Хотя, там, кто его знает, был, не был. Я хотел бы, чтобы мы подытожили основную часть сегодняшнего выпуска. Ну, вы, наверное, тоже видели этот материал в «Украинской правде», где они, пользуясь уже, ну, как бы, да, западными лекалами, ну, не такое практикуют иногда, ну, не к тому, но вот это вот прям выглядело так по-западному. Берут, значит, комментарий у участника переговорной группы, я так понимаю, с украинской стороны, которая имеет, так сказать, все данные. Озаглавили они, конечно, это переговорная Санта-Барбара, но приводят ссылку на него, что американцы уже говорят четко. Значит, вперед, друзья, давайте, сделка, и мы устроим вам тут рай. Ну, то есть в Украине, на вот этой оставшейся территории украинской, мы все выполним как бы как нам нужно, как мы договорились, и Путин будет доволен. Почему? Потому что дух Анкориджа. А дух Анкориджа, на самом деле, все же посмеиваются, там и россияне, особенно когда летит, прилетает или что-то происходит. Но, Игорь Владимирович, дух Анкориджа, от него воротит, как оказалось, рассказчики «Украинской правды» на переговорах. Они там выходили куда-то, там, то в туалет, то куда-то звонить кому-то, когда речь заходила о духе Анкориджа, о договоренностях. Что ж там за договоренности такие? И как вам кажется, вот этот материал «Украинской правды» сегодня, вот этой подноготной, без имен, ну вот без имен, нам говорит о том, что вот эти люди, которые выйдут и скажут, мы поддерживаем, которых сейчас нет, ну, как вы констатировали выше, они появляются, причем появляются в самом ближайшем окружении Зеленского.
Есть несколько моментов. Я точно владею информацией, что Кирилл Буданов, в отличие от Зеленского, занимает позицию необходимости принятия рамкового соглашения. Но почему все бегали от духа колледжа? Да потому что не пойдет Россия ни на какое рамковое соглашение. Они хотят останавливать, если войну, то полностью по большому мирному соглашению со всеми пунктами и так далее, и так далее. Естественно, партия войны, ту, которую Буданов представляет, она видит это по-другому. Давайте мы остановимся. А Буданов прямо говорит, что останавливаться надо в связи с событиями на Ближнем Востоке и всем происходящим. Мы остановимся, там подождем, может, сил поднаберем, жирка поднакопим, ну и с новыми силами. В России этого не хотят. В Украине, я думаю, те, кто видит, понимает необходимость мира, тоже этого не хотят. Я, допустим, считаю, что договор должен быть серьезным, фундаментальным, потому что второго столкновения такого уровня, даже как сейчас, Украина просто не вынесет. Вот. Но есть вот такое желание. Будут ли выходить? Да будут. Ну, вы посмотрите, тестируют же. Александр, тестируют, мимикрируют под ту же партию мира, всякие вот эти Тереховы, Кимы. С Кима такая партия мира, как с меня цветной телевизор, понимаете? Но это самое. Но тестируют и показывают. Поэтому я глубоко убежден, они будут делать, корчить рожицы, делать вид, что они что-то делают. На самом деле ничего этого не будет. И на самом деле, я уверен, это партия войны и два ее крыла. Одна умеренная, второе более там ястребы. Ну, то есть вы думаете, что будут переговоры эти срывать? Да, конечно. Не дожмут, то есть... Нет, дадут команду парню с стеклянными глазами расстрелять очередной Дениса Киреева. Приедет очередной какой-то Урсула фон дер Ляйен с красной папочкой. Ну, то есть вариантов много. Я уверен, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от объединения людей вокруг идеи борьбы за мир. И когда этих людей будет становиться масса, когда это увидят европейцы, а вот эти все леволибералы европейские, они же очень серьезно реагируют на все массовые вот эти вот вещи. Когда они видят это все, почему Зеленский на колени рисует опросы, да, соцопросы, потому что на них эти так называемые партнеры, да, западные, они на них рефлексируют, Александр. Ну, в сметы подкладывают, да. Да. А когда вот выйдут 10 тысяч украинцев в какой-то столице Европы и скажут: стоп, война, нам нужен мир, остановитесь. Все. Миф лопнет, миф созданный. Он уже, в принципе, лопается. Подведем итоги опроса нашего сегодняшнего. Вот такие они. Вы бы пошли к парламенту бить депутатов Верховной Рады? Вот такие ответы. 8% за деньги, да. 24%, а смысл, они вообще ничего не решают сейчас. 32% я бы лучше в ТЦК заскочил. И 36% да, осточертели эти морды. Я почему-то думал, что не победит этот вариант.
Ну вот мне так казалось. А слушайте, а Александр, правда поверь, осточертели? все морды осточертели, и на Банковой. Там не было, надо было вставить. Если бы там был вариант, я пойду и на Банкову, и в Кабмин, и в Верховный Совет, этот вариант 90% набрал бы, я уверен. Да, друзья, переходим к вашим вопросам. Значит, режим Блиц. Если что, не успеем, приглашаю всех на телеграм-канал и ютуб-канал Игоря Мосейчука. Вопросов много, вопросы разные, поэтому, в общем, постараемся, конечно, большинство уважить. Спасибо большое, что лайки ставите, это очень важно. Сейчас, видите, там и с ютубом происходит, и без ютуба происходит, и, в общем, и блокировки, и все на свете, да. И люди вот по-настоящему... Ну, мир такой, понимаете? Мир такой. Сейчас вот это все делятся, VPN нужны и не только россиянам, а и украинцам, чтобы нас, например, с Игорем Владимировичем смотреть. Поэтому тут дело такое. Значит, сейчас перейдем к вашим вопросам. Выходит Зеленский. Вот сейчас, вот буквально 3 минуты назад. На атаки мы обязательно ответим. Шахеды бьют по церкви во Львове – это абсолютное извращение. Только таким, как Путин, это нравится. Людям хочется нормальной жизни, надо давить на Россию ради реального мира. Реального прогресса на переговорах, к сожалению, нет. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, это то, что я говорил. Он будет срывать все и вся. И путь к миру сейчас лежит только через объединение людей, которые действительно хотят мира, которые готовы откинуть вопросы языка, вопросы религии, вопросы истории отставить в сторону, объединиться вне зависимости от идеологий и показать, что люди, которые хотят мира, хотят остановить кровавую бойню, они тоже сила как бы. Клуб зрителей Шелеста, Алла. Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые господа. Вопрос Игорю. Если бы имели возможность завтра остановить войну Россия-Украина, какую тактику дальнейшего взаимоотношения вы бы выбрали? Я так понимаю, Россия-Украина. Варианты: игнор, бизнес, поддержание образа врага, либо возврат к братским отношениям. Вы знаете, я глубоко убежден, что Украина должна выстраивать равные, партнерские, выгодные прежде всего Украине отношения со всеми соседями. Нам надо прекратить строить антироссию или взамен антинато, или антибеларусь. У нас же Зеленский антибеларусь додумался, ну, как бы строить. Или антивенгрию. Или антипольшу. Все же, знаете, опираясь на исторический опыт, все кричат: ты теляхи, да? А на самом деле, ну, там же наша зеленая собака копалась. Влезла в выборы польские, потом с этим зерном намахать, ну, всех пытались, это самое. Поэтому, ну, ребята, партнерские отношения со всеми. Но национальный интерес, Украине нужен украинский Орбан по факту. Вот все. Украинский Трамп, украинский Орбан. Так, значит, поехали дальше. Вопросы. Вопрос без подвоха от пользователя. Смерть Филарета, игнор его завещания его же последователями, отжим Владимирского собора, резиденции, кассы, отсутствие представителей поместных церквей на похоронах, малочисленное количество мирян, фактическая ликвидация структуры УПЦ-КП, кроме беспредела власти, может освидетельствовать, что деятельность Филарета, что не была богоугодной, как-то моментально все рухнуло. В какую конфессию теперь подастся Мосейчук? Вот такой вопрос от зрителя. А Мосейчук не подастся ни в какую конфессию. Мосейчук
знал лично святейшего Филарета, уважал святейшего Филарета. Я, кстати, написал статью, кому интересно, прочитайте, «Человек эпохи Борджа». Он насколько был многогранный, и многослойный, многоинтересный и так далее, его нельзя там охватить каким-то одним периодом и тому подобное. Мосейчук молится в любой православной церкви, заходит и сам молится. Как бы конфессиональной принадлежности, я скажу так, когда с одной стороны ПЦУ украли тело, с другой стороны побежали провозглашать нового патриарха через полчаса, меня от таких вещей тошнит. Вы же видели, я не комментировал ничего. А почему? Вот смотрите, Людмила спрашивает, почему святейшего патриарха Киевского и всея Руси Украины Филарета в последний путь ПЦУшники Епифания провожали? Потому что украли тело, дальше что? Нет, а как так? Как так получилось? А где были остальные? Объясню. Вопрос про структуру тоже ведь очень интересный. Смотрите, я вам объясню. Структура действительно не была сильной, чтобы противостоять ПЦУшникам. Плюс ПЦУ строится как государственная церковь, Александр. Государственная. Даже Сырского притащили. И когда говорят, что отжали одно или отжали второе, объекты, недвижимости, то туда зашли силовики с конкретными погонами, званиями и принадлежностью к структурам, силовым. Понимаете? Так же и с телом. Святейший болел, находился в Феофании, в клинике. Кстати, очень интересный факт. За 2 дня до этого к нему зашел духовник и отец Борис, настоятель Владимирского собора. А получилось так, что они прошли мимо родственников, которые работали уже тогда, как стало очевидно позже, с ПЦУ в Спайке. Родственники Филарета. Да, и они 40 минут, отец Иоанн и отец Борис, общались с Филаретом. Он был при памяти, в нормальном расположении духа, говорил все, и через 2 дня отошел к Богу. Хотя собирался приехать во Владимирский на Пасху. Поэтому там тоже есть вопрос. Вот он отошел, и родственники сразу вызвали, позвонили в ПЦУ, приехало СБУ. СБУ! Не не ПЦУ, а СБУ. Господи. Приехала полиция и помогла им сделать то, что они сделали. Вот вся история, Александр. Да, значит... Я не рассказывал об этом, я вам честно скажу, только по одной простой причине. Я считал, что пока не пройдет, похороны, говорить об этом, мне лично было не камильфо. Ладно, дальше. Следующий вопрос от Лены. В Киев прибыла делегация НАТО во главе с верховным главнокомандующим вооруженных сил блока. Обсуждались участие украинских военных в учениях Альянса в роли условного противника. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Полиса. Вопрос у меня: сколько раз в Киеве собирались военные и политические лидеры стран, ведущих войну против России, и почему по ним ни разу не ударили? Это раздолбайство или так надо? Значит, первое. Военные собрались в таком вот формате представительства НАТО первый раз за 5-й год войны. Другие форматы консультантов, инструкторов, и так далее были, там частичные прилеты были, все. Но в таком формате впервые, что военно-политическое руководство блока, то есть вот все. Значит,
По поводу иностранных лидеров. Значит, когда в Киев приезжал Байден, Байдену гарантию лично дал Владимир Путин. Это известный факт. Мне его там подтверждали несколько человек с Банковой, которые непосредственно были в курсе. Они включили сирену, типа воздушная тревога, еще ржали потом во всей Европе, потому что знали о личных гарантиях Путина Байдена. И также были гарантии и договоренности, когда в Киев приезжали другие лидеры. Договоренности были по линии ГУРа и ГРУ Российской Федерации. Ну, вот этого, на которого покушение с Да, Алексеева. абсолютно, Да. Алексеева, да, абсолютно точно. Генерала Алексеева и генерала Буданова. Абсолютно точно. Там, кстати, расследование, я думаю, укажет на конкретных бенефициаров в Киеве, и боюсь, что последствия будут довольно нехорошие по причине того, что в расследовании этого покушения помогали и американские спецслужбы, ну и даже некоторые наши, оказывали информационное содействие. Так, значит, синяя борода. Скажите, Игорь, движения к миру нет, от слова совсем. До ноябрьских голосований в Сенате надеяться не на что. Ваш прогноз на лето. Если сейчас уже проблемы с продуктами, вы полагаете, село, выживая, станет кормить город? Как быть? Благодарю, всем добра. Давайте я разделю на две части ответ на этот вопрос. Первая часть. Все будет зависеть от настроя людей, от настроя украинцев. Если мы все объединимся в порыве борьбы за мир, то на самом деле зеленых гнид меньше 1%. Мы их раздавим очень и очень быстро. Военные на передке также хотят мира, как и мирные жители Николаева, Запорожья и других городов. Это один вопрос. То есть объединиться в движение за мир. Вопрос второй по продуктах питания, по урожаю, по возможному голоду. Да, такая угроза существует. Она имеет несколько составляющих. Возросшие цены на топливо, уроды, сидящие на Грушевского в здании Кабмина, которые и на Банковой, которые зеленые уродцы, которые хотят агрохолдингам давать, чтобы подкупить депутатов, лоббистские депутатские группы агро, а фермерам, понимаете, да, то есть простой фермер не посеется, нету, им не компенсируют топливо, а цены такие, что ужас. Это первая проблема. Вторая, возможный дефицит дизельного топлива в апреле, об этом эксперты говорят вообще. И третья проблема – минеральные удобрения. Друзья, страна-экспортер минудобрений Украина. Украина всегда была экспортером. Прекратила даже для себя выпускать минудобрения. Мы привозили последние года, но резкое повышение цен на энергоносители, а газ есть одним из основных составляющих, минудобрений аммиака, селитры, карбонита, и так далее, поднимет цены. Количество ограниченное, потому что количество газа, энергоресурсов ограничено. Результат
для себя в первую очередь. Вот скажите, вот польское правительство удобрения будет Украине продавать или своему фермеру даст? Своему фермеру, ответ логичный. Венгерское также. Вот такая ситуация. Дальше. Есть еще одна, третья составляющая, больная очень. А людей в селе нету. ТЦКшники выгребли всех. Орать некому, сеять некому, полоть некому, если о тех культурах, которые надо пропалывать, говорить. Понимаете? И тут действительно стоит задуматься, что мы можем оказаться на пороге голода. А еще надо учесть историю с коровами. Потому что Расскажите историю с коровами. у нас вырезать начинают большой рогатый скот. Под видом лейкемии, болезней, все. В 2014 году вообще история уникальна. У нас сокращена с 2014 года ветслужба и ликвидирована санитарно-эпидемиологическая служба. Ликвидирована, понимаете? Это гиперидея Арсения Петровича Яценюка. Я не знаю, к чему она должна была привести. Но в данном случае нам говорят, у нас эпидемия с коровами. Кто говорит, почему говорит, как говорит, понимаете? Но коров надо вырезать. А нету коровы, нету молочки, нету украинской молочки, которую и так мешали там с этими порошками, маслами, этими пальмовыми, и так далее, и так далее. Но и этого не будет. Будет польская молочка. Вот как в начале войны. У нас же польская молочка в начале большой войны в 1922 году фактически задушила производителя. И последнее. Любая сельхозпродукция, выращенная в поле, имеет составляющие топливо, удобрение, труд людей. Но есть еще одно составляющее. 90% выращенного требует переработки, дальнейшей. А туда надо заложить электроэнергию. А зеленые черти с правительства подняли до ужаса, для производственного потребителя. Вот у меня есть масса друзей, которые имеют производство, бизнес, все останавливается. Все останавливается. Да, значит, вот такой вопрос, как мы любим. Василий, Одесса. Игорь Владимирович, вы из эфира в эфир повторяете, что зеленые гниды уничтожают украинский генофонд, и я всецело с вами согласен. Я тоже в то же время в предыдущем эфире, отвечая на вопрос подписчика, вы подтвердили, что являлись одним из родоначальников Азова. Вопрос. Как вы думаете, обстрел юго-востока страны, в том числе и этим подразделением, как-то повлиял на генофонд? Аллея ангелов, не утерян ли украинский генофонд? Или в вашем понимании украинский генофонд не на всей территории Украины, а в каких-то особых районах страны? Не кажется ли вам, что создавая агрессивный по отношению к мирному украинскому народу на Донбассе батальон, вы тоже наравне, как вы выражаетесь, с зелеными гнидами приложили руку к уничтожению украинского генофонда мира и добра? Значит, первое. Я принимал участие в создании батальона Азов в 2014 году. Когда я находился в рядах батальона, то кроме стрелкового оружия никакого не было. Раз. Второе. Оружие, с которого Азов мог бы обстреливать Донецк, до 22 года в Азове не было вообще. Оно не долетело бы. Поэтому это определенные штампы. Если в Азове агрессивная идеология по отношению к мирному населению Донбасса,
Я не знаю, откуда уважаемый зритель пишет, ну, где он проживает. Но я хочу Василий, сообщить, Одесса. Одесса, дорогой одессит Василий, вы знаете, что большинство бойцов батальона Азов, ну, особенно добровольчего в первые этапы, ну и так дальше, они являлись выходцами с Луганска, Донецка, Харькова, Запорожья и вашей Одессы. Значит, тут в чате пишут, а не мог Мосейчук сказать Азову стопорнуться? На чем? Где должен был Азов стопорнуться? Напишите. Ну почему Азов, а почему не другие? Вот понимаете, вы живете штампом и мифом о том, что Азов какой-то особенный. Да не особенный он. Ну, футбольные фанаты Зари, за которую, я уверен, также Александр болел на футбольных матчах. Множество футбольных фанатов Зари было в Азове. Погибший мой товарищ Аксен, молодой парень, который погиб в Иловайске, от гранаты, которую, кстати, кинул Моторова лично, он 17-летний фанат Зари. Ребята, эта война с 14 по 22 это вообще личная трагедия нашего народа. И не надо рассказывать, что нацисты, западенцы, еще кто-то, разные, с разных регионов, разных взглядов. Здравствуйте. Под влиянием, правда, разных внешних сил. Да, разных пропаганд и внешних сил, да. Да. Значит, здравствуйте, Александр. Вопрос Игорю. В каком городе Европы планируете марш мира? Что будете делать с теми, кто кричит границы 91 года? Они всегда на всех проукраинских митингах. Смотрите, есть группы людей, которым действительно либо они хотят, чтобы война была до границ 91 года, а точнее она не заканчивалась, потому что они лежат на диване, не работают и получают пособие. Либо им приплачивают там через определенных агентов влияния с банковой, ну, за то, чтобы кричали. Я не исключаю, что такие люди могут прибыть и на марш мира. Но если нас соберутся тысячи, то их тысячи не будет. Если вы внимательно обратите внимание на все проукраинские митинги, то крикунов таких 1-2%. Все остальные просто выходят поддержать свою родину. А крикуны создают фон, который употребляется. И мы должны изменить этот фон. Вот и все. По поводу какого города я обязательно это сообщу после того, как будет получено разрешение на проведение данного мероприятия. Мирослав, здравствуйте. С самого начала войны между Ираном и Израилем начали гибнуть элиты участников конфликта. В войне между народами Руси, которая идет уже не первый год, элиты не то что пострадали, а наоборот, даже чувствуют себя отлично. Гуляют, интервью дают, путешествуют и так далее. В связи с этим вопрос. Можете ли вы назвать такую продолжительную войну, цель которой элиты, простым смертным толком не объяснили одним словом? И еще вопрос. Ведьмак заколдовал Зеленского, поэтому он такой потужный. Спасибо. Давайте тоже разделю на... Да, первый вопрос. Можете ли назвать такую длительную войну, цель которой элиты простым смертным не сказали? Смотрите, никакой цели по уничтожению элит изначально не было. Был договорняк, наоборот. Более того, эта война идет на уничтожение
уничтожение народа, на уничтожение нашего украинского народа. Это одна из причин, почему я волаю уже несколько лет о необходимости остановить войну на любых условиях, чтобы не потерять жизнь народа. Это раз. По поводу заколдованного Ермака. Я тут слушаю некоторые записи, мне передали. Смотрю некоторые видео, фото мальчиков, девочек, кокс, ну и так далее. Думаю, да, крепко заколдовал. Дадите всем посмотреть. Парами обязательно дам. Дадите всем посмотреть и послушать. Конечно, обязательно дам. Когда обработаю весь материал, подготовлю и выдам, Алекса. Да, друзья, всем большое спасибо, что побывали сегодня на нашем прямом эфире. Игорь Мосейчук был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Спасибо нашим уважаемым зрителям. Друзья, поддержите канал Шелеста. Поддержите лайком, репостом, комментарием обязательно. Я постараюсь ответить на те, которые вменяемые будут. И обязательно подпиской. Это важно. Для подсанкционных каналов особенно. И будет вам счастье, и будет нам мир, и будем жить, друзья. Берегите себя. Всем добра и света. И доброй ночи. Увидимся.